Здравствуйте. Здравствуйте. Нас зовут Вячеслав и Владимир. Сегодня мы вам наконец-то расскажем про пакеты. Про пакеты, FD-шники и запекание про текстур. запекание текстур, Также да. про атрибуты, как засосать атрибуты в шейдер, как считать его с пакета, как считать его внутри пакета и как накинуть материал внутри пакета и снаружи. Вот так вот. Сейчас мы начнем про FD-шники. Смысл FD-шника в том, что перед тем, как наша вся сцена поступила в мантру, вот эта вот мантра, это Гудини, создает файлик под названием AFD. Ну, не под названием, конечно, а с расширением AFD, в котором описывается вся сцена, которая должна отрендерить мантра. Про вот эту вещь мы сейчас и начнем рассказывать. Короче, есть такая сцена, где у нас есть такая замечательная свинья, мы специально ее посубдивайдили. И, например, сейчас сделаем так, что мы, получается, обычным способом отправим ее на рендер. У нас смотрим, у нас получается где-то 184 тысячи полигонов. Это сейчас не пакеты, не полисупы, там ничего. То есть, какая-то просто обычная геометрия в сцене. Соответственно, давай сначала даже делаем новую мантру. Только здесь единственное сделаем так, чтобы сейчас это у нас не отрендерилось, а записалось вот именно в этот AFD-шник, чтобы посмотреть вообще, сколько это все весит и занимает. Для этого просто нажимаем галочку disk файл. Если мы так делаем, то у нас получается мантра, да, у нас картинку не рендерит, а она просто получается сохраняет AFD-шник, в котором хранится, в общем, вся информация о сцене, да, именно то, что пойдет уже непосредственно на рендер. Грубо говоря, сколько занимает ваша сцена в памяти? Да. Нажимаем кнопочку. А куда он сохранится? Рендер диск. И у нас, соответственно, появился в этой папке, все, что нового появилось, это вот рендер и AFD, вот эти две вещи. При этом AFD у нас весит какие-то килобайты. Там просто надо сказать, что произошло изменение в, по-моему, 16-й версии Гудини. Раньше, в общем, вся геометрия, вся информация, в общем, все писалось в один AFD файл. В какой-то версии, по-моему, 16 они разделили, и теперь у нас, есть описание AFD, а геометрия, кэши и прочие вещи, они хранятся... ниже этот. Хипа FDS. Он просто скрытый. В общем, верхний сохраняет просто ссылки на геометрию, а нижний сохраняет саму геометрию. В любом случае, если ты отправляешь сцену на рендер, и у тебя есть какая-то вся геометрия, любая геометрия, которая загружена не как пакет-диски, она в любом случае сохраняется куда-то в AFD, или в кэш. Сейчас просто что-то не получается найти. А точно это в 16-й? Может, в 16.5 пофиксили? Нет, там все равно AFD-шка мало весит, она сохраняется на 4 килобайта, она должна больше. Чтобы такого не происходило, желательно всю геометрию сохранять в кэш и подгружать ее, получается, сохранили ее на файл и подгружаем уже ее, самое важное, подгружать ее как пакет-диск примитив. Можно посмотреть средней кнопкой, что она подгружается именно как пакет-диск. В смысле, если ты ее даже сохранял, не как пакет? Нет, ее не нужно пакетом сохранять. Ты сохраняешь ее просто как обычную геометрию, без пакетов. Если ты сохраняешь ее как пакет и снова читаешь как пакет-диск, у тебя получается пакет в пакете. Давайте разберемся просто в понимании вообще пакета. У нас есть несколько вариантов пакета. Самый из них известный, которого все знаете, какой-нибудь свинью, да? Да, тест-пик. Это обычный пакет. Пакет обычный. Это простая ссылка на геометрию в памяти. То есть сейчас у нас в памяти есть одна копия геометрии, и когда мы ее раскопируем, сделаем несколько там копий, огромное количество, например, какой-нибудь, давайте, грид. У нас много пигов. Для Гудини это будет такая история, что у нас есть пиг, которого мы положили в пакет. Сейчас он хранится в АЗУ у нас, грубо говоря, в оперативке. Потом при копировании на точке, у нас есть, например, точечки, много. Мы на нее копируем геометрию. На этих точках хранятся просто ссылки на вот эту геометрию. То есть в памяти мы держим только одного пига и ссылки на самого пига этого. Вот. Но некоторые думают, что пакет это типа какого-то там zip-архива. Типа если мы возьмем нашего пига, то что, например, просто обычный пиг и пиг запакованный, это у нас то, что обычный пиг будет весить больше, чем запакованный. Но на самом деле не так. Потому что, в отличие от просто геометрии, пакет еще на себе хранит интристики. Это всякие матрицы, там, трансформации, ссылка
геометрию и куча всякой ерунды, которую можно использовать. Ее можно посмотреть в спредшиде. Если мы посмотрим примитивы, то вот он список пакетов, Список атрибутов на пакете. характеристиков, да, на пакете, которые нужны для самого именно пакета. Ну и он, соответственно, не полный. Ну, в смысле, если ты Это- выходишь из допа, допустим, то там они... Это в зависимости от самого пакета. Есть пакет диски, если мы дальше посмотрим, пакет фрагменты. У каждого свой набор, у кого-то больше, у кого-то меньше. Как уверяет SideFX, что интристики весят 400 байт. Но на форумах люди спорят там и получается больше. В общем, если мы сохраним AFD-шник просто с обычной геометрией, то она займет какое-то место. Если мы сохраним ту же самую геометрию запакованную, то она сохранится также будет весить сколько вот эта геометрия, плюс набор интристиков. То есть там матрица и все такое. Поэтому если ваша геометрия весит меньше, чем сама матрица, и меньше, чем 400 байт, то смысла паковать ее нету, так как она будет в исходе занимать больше места, Можно чем... сценку показать, да? Давай, Настя. Ну, мы просто не покажем AFD теперь. Пак все-таки может быть полезен, когда мы пакуем уникальную геометрию. Если мы хотим запаковать 10 уникальных, если мы хотим смержить 10 геометрий, то операция мерджинга будет занимать достаточно продолжительное время. А если мы предварительно запакуем их, то операция мердж будет отрабатывать гораздо быстрее, поскольку не надо пересчитывать большое количество номеров точек, номеров примитивов. Но это довольно специфическое применение для... Ну, это специфическое применение. Короче говоря, плюсы пакета получается в том, что если у нас есть какая-то очень тяжелая геометрия, ну, вообще очень много какой-то тяжелой геометрии, мы, получается, ее пакуем, потом можем сохранить AFD-шник, и тем самым у нас на рендере, получается, мантра подгружает уже AFD-шник, AFD-шник ссылается на пакете, и все это занимает в общей сложности очень, очень мало места. И худший вариант в этом случае... Ну, это если пакет диск. Да, если пакет диск. Вот. Еще раз расскажем про это. Да. Если, например, тяжелая сцена и не делать никаких пакетов, получается будет следующее. Загружается сначала, открывается Houdini, ну именно сама Houdini, уже непосредственно обрабатывает эту всю геометрию, делает AFD-шник, и все это вместе, получается, все это вылезает в память. Сейчас, если у нас какая-нибудь есть геометрия, которая там, занимает, допустим, там 16 гигов, например, то она, получается, открывается и в сцене непосредственно в самой Houdini. Потом это все идет в AFD-шник в кэш, это плюс, ну, грубо говоря, еще 16 гигабайт. То есть, идет удвоение занимаемого места. Если мы делаем пакет-диск, то получается просто ссылки. И очень тяжелые сцены мы, в принципе, уже загружали и просто одни AFD-шки отправляли на просчет. То есть уже, получается, экономится место, что не нужно запускать саму гудиньку. Но это тоже отнимает какой-то объем памяти. Ну, ты прям сразу на пакет-диске, да. Так, и, короче, чего делать не надо, например. Это если у вас есть какая-то очень легкая геометрия, ну вот, например, в данном случае у нас есть просто грид и... Один полигон. Да, это У один нас полигон. есть один полигон, который мы запаковали и там сделали 5000 копий. Получается, просто наскатерили точки, дали какие-то рандомные вектора и думаем, ну как бы это же одинаковые объекты, их можно сделать инстансами, прочитать как пакеты. И мы думаем, что пакет это И сейчас у да, нас то есть там получается zip-архив, вот и мы пакуем. 10 тысяч пакетов. И думаем, ну как бы это должно быстро считаться. Это не 10 тысяч пакетов, это просто геометрия. Пакет, если у нас стоит обычный пакет, при записи в AFD, он в AFD запишет один, значит, там получается геометрию саму и просто ссылки на нее. Если мы говорим про пакет диски, он вообще ничего будет вообще писать там в AFD-шник, он просто скопирует ссылки на нее, запишет. Это это в чем отличие между пакетом и пакет-диском? Пакет запишет саму, значит, геометрию в AFD, пакет обычный. Если у нас обычный сцене просто пакет, он запишет его в AFD одну геометрию. То есть там кучу там интристиков к нему. Значит, каждую его копию он запишет просто его интристики. А пакет-диск, он не будет записывать геометрию в сам AFD, он просто запишет туда ссылки, интристики на эту геометрию. Сейчас мы рендерим обычные... Вот, да. Нет, это обычную получается, геометрию. Сейчас мы, да, оптимизировали, как бы все запихнули все в пакеты. И мы как бы думаем, ну это же как бы получается инстансы. И Что? это все считается быстро. В общем, мы такие умные, сделали 5000 пакетов по одному полигону. Хотим ускорить рендер. Оптимизировать, да. Да, наш рендер. Шла 2 минута. Это все пакеты.
Ну, в общем, мне кажется, уже картинка общем, без пакета посчитается быстрее. В уже. общем, да, в общем, можно... Ну, Ну, давай. Сейчас, получается, все еще считается, но прошло только минута 40. Минута 40. Вот, теперь мы делаем просто Обычная геометрия. делаем, вот даже как бы, ну, это, конечно, лучше не делать, то есть мы как бы идеально сделать просто на копии, выключить пак Geometry, вот, просто получить, чтобы были обычные полигоны. Но вот, предположим, что даже у нас стоит здесь эти паки, мы просто распаковываем это все, у нас получается просто обычная геометрия, и вешаем просто по лесу в конце. И теперь сравним. Ну, получается, рендер идет. Ну, уже на глаз Подождем, видно, подождем. Да. что геометрия считается быстрее, чем куча мелких пакетов по одному полигончику. Да, это все рассказано к тому, что просто нужно находить баланс между как бы объемом геометрии, которая используется. Что если геометрия тяжелая, например, то ее имеет смысл паковать. Да. Если геометрия какая-то очень маленькая, то получается, что, например, чтобы сохранить какую-то вот, ну, такую один полигончик, нужно сохранять матрицы вращений еще к ним и так далее. То есть получается очень большой объем в память, именно по мелочи такой. Получается, минута почти дорендерилась. Ну, я думаю, это из-за того, что распаковка происходит, мне кажется. Дело, Думаю, да, дело в этом. Возможно, нет, не знаю. Ну, и плюс еще, если файлы записаны, то еще скорость чтения с диска еще. Не-не, там немножко есть другая причина, а связана она на самом деле с тем, что когда у нас есть большая тяжелая геометрия в процессе рейтрейсинга ее, да, то есть там самая дорогая операция — это определение точки коллизии луча и этой геометрии. Да? Ну, то есть мы запускаем луч из камеры, и нам нужно определить, с каким полигоном этот луч коллизился. Да? И это можно делать разными способами. Можно, например, взять и по порядку начать перебирать каждый полигончик, да, и проверять. С этим сколлизился? Нет. С этим сколлизился? Нет. Хоп, дошли, да, обнаружили, как бы с каким. Если это делать таким способом, это работает очень долго. Вот. И поэтому на тяжелой геометрии там используются всякие оптимизационные структуры. Ну, то есть вся геометрия, вот если кто-то слышал эти термины, всякие КД3 там строятся. То есть это что такое? Это берется геометрия, делится общий ее баунбокс, делится пополам, да, потом каждый из баунбоксов делится еще пополам. И так как бы иерархически делится на такую вот ячеистую структуру баунбоксов один внутри другого. И дальше процесс коллизии становится более простым, потому что мы коллизим не с геометрией, а с баунбоксом. То есть сначала с первыми двумя самыми крупными, да, посмотрели, в какой из них попало, один сразу отбросили, мы уже как бы половину геометрии выкинули. Понимаете, да? Дальше как бы внутри этого баунбокса как бы коллизимся с более мелкими. И таким образом мы быстрее находим полигон, с которым луч ударился. Так вот, проблема в том, что когда мы используем пакет-диски, эти иерархические структуры не строятся. То есть он как бы, ну, я точно не знаю, но приблизительно, просто это мы даже делали замеры такие, что, судя по всему, он просто начинает перебирать пакет-диски один за другим, условно говоря. То есть он не знает, как построить иерархию из пакет-дисков, и понятно почему, потому что они запакованы, там, их баунбоксы может сложнее определить и так далее. И в этом смысле, если очень много баунбоксов, очень много пакет-дисков, очень легких, и их дохрена, это все равно, что вот у нас не было вот этой КД3 оптимизации, мы просто брутфорсом перебирали каждый полигон. Поэтому рейтрейсинг происходит значительно медленнее. То есть здесь дело, как бы память, это понятно, что здесь выгоды никакой нет. Но реально вот это просто на притяжении. Когда делали домики, да, Витя там делал замеры, и изначально эти домики были из пакетов тоже собраны, вот из отдельных там окошки, там реально были вот пакеты там по 4 полигона, по 10 полигонов, и делали замеры, то есть пока это все было запаковано, оно реально рендерилось медленнее, распаковали, оно чуть-чуть просело по памяти, ну не критично, вот, но зато рейтрейс стал значительно. Она распаковывает одну геометрию. И потом уже имеет там матрицы, просто перемещает их. То есть там КД3 строится, видимо, внутри одного пакета. То есть если один пакет довольно тяжелый, то мы имеем как бы профит от вот этой... Она не понимает, что геометрия какой-то трансформации, типа она распаковала и понимает, что... Да, так и происходит, конечно. Но все равно она распаковывает, то есть она не всю в целом сцену оптимизирует, она оптимизирует на уровне одного пакета. И если пакетов много и они очень легкие, то никакого профита от этой оптимизации нет. Получается, перед оптимизацией.
Поэтому Я так понимаю, полисуп от него особо толку не будет, если это будет какая-то легкая геометрия, там, ну, грубо говоря, 10 боксов, все. То есть мы ничего не почувствуем. в сравнении с чем? Ну, в смысле, что мы полисуп будем считать, что не полисуп. Ну, то есть, короче, полисуп, он выгоден. Пакеты, пакет-диски. Разговор не про полисуп вообще. это про То есть сейчас разговор именно про то, когда имеет смысл упаковывать в пакеты, инстансить, а когда не имеет смысла инстансить. В этом плане полисупы, они просто чуть экономию по памяти дают. Я думаю, именно по рендеру там никакой вопроса нет. То есть просто полисупы быстрее, потому что они быстрее в память грузятся, потому что они просто легче. Смотрите, есть модель, и предположим, ее нужно загрузить как пакет, но иногда бывает необходимость какая-то, чтобы был какой-то доступ к каким-то, может быть, отдельным группам этой геометрии. Ну, то есть, в общем, что-то получить, какой-то отдельный доступ, там, может быть, там, чтобы в Риге что-то сделать и так далее. Если мы ее сохраняем просто как, ну, получается, через ROP output, как обычную геометрию, давайте сохраним. Так. Сохраняем geo, all, geo, sc и так далее. Сохраняем. И загружаем как пакет диск. Так, загружаем load as пакет диск. Вот. У нас, получается, идет только один объект, и все. Но если нам, предположим, нужно получить доступ на GER, UK и так далее, то, ну, получается, нет никакой возможности, и нам приходится тогда распаковывать, положим, делать unpack, выделять у него, там, например, какое-то туловище, и дальше с ним как бы уже работать. Вот. Но получается это все теряет смысл, потому что мы, получается, берем это все с диска, распаковываем, то есть, ну, получается, смысл весь теряется. Чтобы этого избежать, можно текущую геометрию, например, разрезать ее на какие-то там уже нужные части. Вот, например, у нас есть там ноги, есть, например, верхняя часть туловища. Получается, мы эти элементы сохраняем на диск. Вот у нас есть, получается, bottom в geo идет и up в geo. Дальше загружаем эту геометрию обратно как пакет диск. Так, дальше мы загружаем как пакет диск отдельные элементы. Можно посмотреть. Вот есть у нас ножки, есть у нас верхняя часть. Это уже пакет диски. Дальше пакет диски мы эти мержим. У нас получается два пакет диска. И дальше, например, чтобы нам где-то этим воспользоваться, мы, получается, снова эту геометрию записываем на диск и засасываем ее снова через файл. Сломалось? Да. Не, все нормально. Теперь у нас получается в файле мы засасываем уже два пакет диска, то есть у нас есть уже полный доступ к верху и к низу, но это по-прежнему пакет диски, они быстро считаются, быстро грузятся, но, например, в Риге мы можем уже использовать это, ну, делать какие-то уже различные трансформации с этой части и с этой части, но при этом у нас все быстро грузится. Но для этого нужно сделать такой немножко ход конем. Подытожим давайте по пакетам и пакет-дискам. Значит, пакет обычный. У нас есть геометрия запакованная. При записи в AFD пишется одна копия AFD. Но он сейчас, точнее, пишется не в сам AFD, а в этот... Ну, уже по новой кэш. системе, да, в отдельный кэш. Который мы что-то на винде не смогли найти. Да, у нас пишется, значит, сама геометрия и плюс интрисики каждой копии. И все это дело идет у нас в мантру. Пакет-диск. У нас есть геометрия пакет-диска. В AFD пишется просто... Записывается, грубо говоря, просто ссылка Ссылки, на матрицы. этот пакет-диск, Да. где он лежит. Ну, назовем их так, интрисики. Да. Ссылка и плюс некоторые атрибуты, которые можно использовать, не распаковывая сам пакет. Но об этом сейчас попозже. И уже мантра сама ссылается, именно забирает с диска файл при рендере, что сильно экономит нам память. Поэтому если есть возможность использовать пакет-диск, то Используйте лучше использовать пакет-диск. Как будто из отдела Вот. продаж, как будто. Пакет запишется все равно в AFD-шку, свою геометрию одну, а пакет-диск не будет ничего писать. Пакет-диски могут быть полезны не только для мантры, они могут быть также полезны при сохранении в кэш. Когда мы в кэш сохраняем пакет-диски, мы сохраняем только ссылки, и это может значительно уменьшить размер кэша. Но если мы какой-то город хотим, там, скажем, сохранить, нам не обязательно в кэш сохранять геометрию домов. Мы можем сохранить просто расположение их
и ссылки на геометрию домов. Ну, как раз мы можем показать это. Как раз поговорим про сами интуристики. Да, про атрибуты сверху на пакетах, которые лежат. Начнем с трансформа. У нас есть пики. Вот. Пак и спредшиты. Давайте посмотрим. У пакетов Да, есть набор интуристики. примитивы. Вот. По дефолту мы, получается, здесь ничего не видим. У нас то есть, просто есть какой-то атрибут path, который как бы ссылается на эту геометрию. Вот. Но на самом деле он ничего не значит. То есть это просто, ты можешь его изменить, как бы ничего не изменится. То есть сам пакет не подменится. Это просто какая-то информация к сведению. Для пользователя. Для информация. пользователя, да. Но вся тайная и нужная информация, она содержится вот именно в вкладке интринсики. И Можно пощелкать там отдельно. здесь вот уже содержатся атрибуты, которые уже Например, действительно баунды. Можно отобразить можно все. работать с ними. Такие прям серенькие, это те, которые только для чтения. Если мы хотим что-то записывать, мы можем только использовать те, что выделены белым. Эти интуристики можно редактировать. Вот. Например, иногда очень нужно изменить трансформ. Трансформ — это матрица 3 на 3 для поворота и скейла пакета. Так как позиция пакета... Покажи вот до и после трансформа, покажи на вот эти сами интринсики. Ну, открой здесь, вот, Давай спредшит. Так как позиция в мировом пространстве, она хранится на точке, а пакет можно только скейлить и вращать относительно этой точки. Если мы сейчас повернем Вот, какой-нибудь мы, получается, сделали трансформ, вращение этого пакета, вот, и информация о вращении, она, получается, хранится в этой матрице, которая хранится на интринсиках. если мы сейчас будем тут вращать, мы видим, что матрица будет не изменяться. При этом позиция сама этого пакета, Если она мы- хранится на точке. Если мы поднимем его, как видите, ничего не изменится, так как информация хранится именно на точке, а позиция. Если мы вращаем это, мы видим, что вот позиция у нее изменяется. Правильно понимаю, что интуристика это всего лишь вшитые примитивные атрибуты, да? То есть, Это атрибуты Ну, пакета, это да. атрибуты пакета. Именно его, Да, и да. больше никого. то есть ты не можешь их там сделать сам. Это информация о пакете. Нет, ты его можешь- трансформы. Если у тебя пакет диска, то ссылка на пакет диска, и на его пивот. Размер, например, то, что вот ты когда загружаешь пакет, и для того, чтобы, например, тебе его отобразить в viewport, вот, тебе не нужно, получается, грузить саму геометрию, ты берешь информацию о его баундинг-боксе. Вот. Эту информацию, получается, ты берешь именно с интринсиков. При этом саму геометрию ты не загружаешь. То есть, ну, просто атрибуты считаются, и это все гораздо быстрее, чем... Это то, что сохраняет, Чем грубо всё говоря, AFD-шник. Ему не нужна вообще геометрия, он сохранил интуристики, потом при рендере он получил геометрию, копию, и умножил ее там на матрицу и получил ее положение там, в этом пространстве. Для разных примитивов разные интринсики. Да. Например, У примитива труба есть интринсика, по которой показывает, закрываются ли или открываются ли торцы. То есть у всех всего лишь свои специфические, да? Давай дальше покажем, что это, что можно с этим сделать. Вот если, например, есть такой атрибут full transform, его можно только читать. Он учитывает как раз изменение позиции точки. Если мы, например, начнем поднимать вверх, видим, что у него изменяется значение в матрице. Но он только для чтения, и значит, он сильно зависит от позиции точки. Давай магию, собственно. Давайте Иногда магию. бывает необходимость такая, если у тебя есть какой-то пакет, какой-то пришел уже, Симулятор кэш, например. да, ну, короче, уже какие-то входные данные у тебя есть, и тебе, например, нужно, положим, там, заменить один пакет на другой пакет. С помощью чего это можно сделать? Сначала мы трансформер. Давай трансформ. Допустим, у нас есть какой-то симулятор кэш, и нам нельзя изменить уже, нужно там пересимулить, там супервайзер сказал, что надо вот заменить там геометрию на там другую геометрию. А подвинь его немножко выше. Ну, чтобы P изменилось. Какие-нибудь любые значения. P. Пятерочка. Что-нибудь, да. Да. Допустим, у нас есть свинья, и нам нужно на нее повесить динозаврика. На динозаврика накинуть трансформы свинки. Что мы для этого делаем? Мы забираем матрицу. Короче, можно делать через вопы, но это какая-то магия, конечно, легче делать через код. Учите код. Но это какое-то чудо, что получилось Вот. через Есть такая вопы. нода, как prim-intrinsic, которая забирает интринсики именно с пакета. Мы подаем просто номер примитива нашего и говорим, что нам нужно забрать трансформ. Список можно, он всегда показан, вы всегда можете его посмотреть также вот здесь. Вот. Нам нужен, например, вот трансформ. Он так прям называется, трансформ. Мы забираем трансформ, это у нас матрица, и теперь мы имеем
Получается, со свиньи мы со забрали второго хода. матрицу поворота. Со второго входа. У нас в первый Да. вход приходит динозаврик, а во второй вход приходит свиночка наша. Мы со второго входа забрали с нашей свиньи трансформацию. И теперь мы должны ее передать на Соответственно, на заменить динозаврика. матрицу поворота заменить у динозавра, и можно делать через ноду Set attribute. attrib. Да. Да. Мы также пишем, что нам нужно это подать в трансформ и накинуть это на primitive intrinsic. Для этого нужно подать его также матрицу и номер примитива. Примитива. Он здесь указан как I1. Очень логично. Очень логично. И мы подаем сюда, и сейчас будет магия. Опа! Но он не сдвинулся. Да, Потому что матрица у нас 3 на 3. эта утка повернулась, получается, заняла такой же поворот, как занимает свинья, да. Но позиция ничего не меняется, потому что позицию нужно сосать источник. Паки знает о ее скейлах и ротейте, но ничего не знает о перемещении. Поэтому он просто ее перевернул. Чтобы его сдвинуть, нужно нам взять, импортнуть поинтовый атрибут Со свиньи. со свиньи, взять патенаму свиньи и наш результат засунуть также через set attribute, attrib в позицию И полигон подай. и полигончик. Вот Это так. один. И также ему отправить сюда патенаму. Ой, куда я ставила? Магия. Оп. Давай. Оп. Номер точки. А я подал что? Я подал вот к нам. Ну, он тоже заработал, видишь? мой. То есть можно все подавать. Все, что есть, что можно есть. все подавать. Теперь мы возьмем волшебную ноду switch и сравним наши информации. Ну, это магия. Это магия. Теперь динозаврик без симуляции, без этих, мы просто переместили в позицию нашего свинки. Кодом это все попроще и более читаемо. Учите код. Ну давай по очереди просто. Давай, Так же так же. можно пробежаться. Давайте. Также операция. Сначала мы, получается, создаем матрицу M, и в нее записываем, получается, матрицу трансформации приминтринсиков со свиньи. Записываем С первого входа. да, с первого входа, записываем Второй, то есть, в нашем случае. в это, да, получается, со второго входа, получается, со свиньи записываем в динозавра. Получается, свинья у нас второй вход, значит, здесь один. Получается, мы делаем матрицу. Дальше расшаривать этот сет приминтринсик. Дальше мы накидываем этот. И она уже, получается, вот, она повернулась, да. Дальше set primIntrinsic, функция, которая накидывает эту матрицу трансформации, Она накидывает интринсик на другой. да, на intrinsic transform, накладывает, получается, матрицу M, которая здесь у нас записана, и, собственно, утка у нас это вращается. Дальше мы забираем Утка также динозавра. Дальше мы создаем вектор позицию, которую мы берем позицию с первого входа. да, с первого входа, получается, со свиньи берем позицию, записываем это в какой-то нами придуманный вектор пост, и дальше назначаем уже через setPointAttrib, назначаем атрибут P, ну, в смысле P, который Наш от пост свиньи, да, на P. атрибут post, да, на P назначаем, и уже у нас происходит Просто здесь первый вход это у нас 0, да, второй это 1. Здесь немножко по-другому, чем ходы 0, 1, 2, 3. да, в отличие от этого, от обычного векса, этого point wop. Ну, в общем, все. Это магия трансформов. Теперь Допустим, ситуация, когда нам нужно, у нас есть какой-то пакет уже, вот, и нам нужно подменить у нас есть пакет-диск. этот пакет на другой пакет. У нас есть не пакет, так как пакет хранится в оперативке, а у нас есть пакет-диск, который хранится на диске. Вот, и нам нужно заменить, например, нашу свинку на динозаврика. А у нас есть пакет-диск. Мы делаем те же самые операции. Покажи сначала этот атрибут, который отвечает за... Это самое же главное. Сначала, да. Вот, есть такой замечательный атрибут, Сделай height, да. вот так вот, как unexpanded file name. Да. Это ссылочка сама Давай, жмяка же. на диск. Короче, да, вот именно этот путь, он, собственно, и отвечает.
за то, откуда берется эта геометрия. Но Ну, как бы есть вот этот вас пас, да? может смутить да, пас. Это короче, просто вообще. пас. Это вам визуализация, это вывели просто наверх. А измени, возьми, ну, там просто сделай этот какой-нибудь. В чем разница? Это просто для пользователя показать, где лежит пакет. Да, для юзера. Но Это не прямая измени, ссылка. ну, какой-нибудь что-нибудь там сделай этот. Допустим, у нас есть атрибут path, и мы сейчас вот скопируем нашего Дина. Типа мы пытаемся всех обмануть. И типа такие, мы сейчас так заменим его, ссылочку на него. Вот на нашу ссылочку. И как видим, изменился путь. И мы думаем, что сейчас Но- у нас будет свинья с нами. динозавр. Мы ему свинья уходи, а свинья не уходит. Потому что все это фигня, и главное здесь интристики. Так, ну на Нет, ноде, да? Это нельзя кодом, да. Да, кодом Красный. нельзя. Мы также забираем атрибут. Не-не-не, это мы уже назначаем. Назначаем атрибут, да, Получается, мы извините. берем эту строчку и назначаем ее на интринсиковый атрибут and expanded file name. Подаем ему номер этого Подсовывайте, Вячеслав. примитива. Сейчас он нам его заменил ни на что. Наша свинья пропала. И мы ему подсовываем наш новый путь. Опа! И у нас теперь динозаврик. Это чудо. Это чудо. Был свинка, стал динозаврик. Ну, можно то же самое сделать кодом, это Намного для удобнее. кого-то, может и быть, да, будет приятнее, да. проще. То есть просто функция setPrimIntrinsic, которая, получается, подставляет, Атрибут Азаров. получается, атрибут Сазаров, да, назначает на intrinsically unexpanded file name и, получается, заменяет его на эту строчку. Ну, это такие главные, по сути, нужные вещи в интристиках. А с остальными вы можете познакомиться сами. Покажи баунды. Давайте покажем баунды. Баунд. Да. Но он только для чтения, видите, его нельзя изменить баунд геометрии, она существует Потому что мир в так отличие от устроен. геометрии, да, и не может существовать вне геометрии. Баунт, он этот генерит момент записи, да? Да. Это уже хранится. Перед тем, как ты его записал на диск, у тебя каждая копия это именно свои интристики. Так, на чем мы дальше? Ну, наверное, создание шейдера. Теперь очень важный момент — это атрибуты внутри пакетов и на пакете. С чем очень много валится вообще людей. Короче, возвращаемся к нашей любимой свинье. Ну, давай сначала на пакете. Да просто обычно я сделаю. Обычный атрибут. Ну давай, ладно, атрибут. Давай здесь рандомно сделаем атрибут. Ну, это все поймут, я думаю, уже. Делаем интеджеровый атрибут АА, который у нас равен единичке, например. То есть сейчас мы смотрим в спредшите, у нас вот появился атрибут АА, который равен 1. Вот. Теперь сделаем matnet. Сейчас мы попытаемся засосать этот атрибут в шейдере через bind. Да, делаем это как Как все обычно. делают всегда. Да, делаем через bind. Здесь ставим атрибут Там 2А было. 2А, это у нас интеджер, и подадим его в какой-нибудь наш специальный И тест. выведем его в паст. Да, В тестовый. тест. Это у нас подряд растет. У нас будет color. Ему, наверное, увеличить надо, не? А он, по-моему, нормально делает по дефолту. Да? Так, делаем обычную мантру и ставим здесь, хотим вывести атрибут А. Это все умеет делать, да? Молодцы. Однозначно еще. Шейдер. Его прям рендер. Сейчас мы должны видеть белый цвет, получается. Но мы не видим. Ну. Все, вот, спасибо, да, подсказка из зала. Потому что пиги взял, надо было брать бокс. Да, там. Потому что там переписывается
на уровне полигонов переписываются материалы. Ну, неважно. Но у меня и так все работает. Мы нервничаем. Это все переживаем. Мы просто первый раз еще не такие опытные. Наш первый курс. Вверху. Пас выбери. Паника. О! Давай. О! Все, спасибо. Потому что Интер же. А, это же Интер, господи. Давай флот тогда. А там теперь замени на флот. Так нет, В он должен шейдере. сам понимает. Нет, он не поймет. Он не А, засосет господи, его. давай флот, ладно. Если мы пишем интеджер, то здесь должен быть интеджер. Все, да, Сосо. конечно. Атрибуты обязательно удалять все вот эти? Да нет, там просто, почему я удалил, потому что здесь просто так, идет атрибут просто shop material pass, который, ну, типа, короче, назначает материал по полигонам, и поэтому Иги внутри, да, и уже есть. болт он клал на атрибуты, которые я сверху назначаю ему через гео. Просто первым делом сначала там собираются шейдера сверху, общий контекст, потом спускается вниз и идет по гео уже. И получается, что общий переписывается постоянно то, что висит на геометрии материала. Теперь делаем запаковку этой нашей свиньи и сверху назначаем уже этот же наш атрибут АА. Вот. У нас получается пакет, на котором висит сверху атрибут. Атрибут висит на пакете. Да. Так, рендер. Делаем рендер. И ничего не работает. Если он висит у нас перед пакетом, все работает. Сложнейший вопрос. Нет, это в пакет откни. Чего? Пакет, что тут рендери. Как мне кажется, он также будет работать. Нет, потому что было понятно, что внутри пакета он работает. Вот, и сложнейший вопрос. Почему не работает? Потому что атрибут на пакет называется. И что? Нам нужно, получается, этот атрибут сосать, который висит сверху на пакете, чтобы у нас он в тесте отрендерился. Что для этого нужно сделать? Дело в том, что когда пакет поступает в мантру, он там распаковывается. И он знает только о том, что находится внутри пакета. Поэтому вся информация на пакете его вообще не интересует. И Там есть вроде ноды render properties, или как это называется? Render state. Render state. чтобы нам получить доступ к атрибуту на пакете, нам нужно воспользоваться волшебной нодой RenderState. Она заберет именно Тут нужно атрибут ввести с такую пакета. магию, пакет двоеточие и название атрибута, который висит на пакете. И Сказать, что он флотовый, да. флотовый у меня. И Да, атрибут забирают. Иногда бывает полезно, ну, у нас, предположим, есть какой-то атрибут, например, вот этот же атрибут АА, и он у нас, например, расположен внутри пакета, ну, то есть на уровне полигонов назначен. И нам нужно в шейдере в любом случае этот атрибут использовать как-то. Но ситуация такая, что он может быть или на пакете, или внутри лежать. Вот, для этого можно использовать следующую вещь. Можно в шейдере, получается, bind у нас забирает с полигонов, render state забирает с пакетов. Вот. Можно сделать такой two-way switch, вот, в котором можно указать, что у нас, вот если у render state есть вот такой еще атрибут, называется found. Вот, он выдает. То есть если атрибут найден, вот, он возвращает, по-моему, не помню, что возвращает. Один. Если Да, не найден, то не 0. найден, Он да. может проверить. Вот. Соответственно, мы вставляем это в two-way switch и подаем и render state, и бинды подаем в input. И подаем все это в тест снова. И теперь, получается, шейдеру уже все равно, где у нас атрибут. Он у нас или... нет, не все равно. Он сначала проверяет его, получается, на уровне пакетов, смотрит. Если там ничего не находит, он идет глубже. То есть, получается, такая защита, что тебе уже не важно, что если где-то атрибута нет, он в любом случае его найдет. Он, при этом, если он будет и там, он использует то, что на пакете. Использует более... Ну, там уже зависит от свитча уже, что ты поставишь, как бы более приоритетно. Но лучше сразу знать, где у вас будет атрибут. Да. Короче, бывают еще ситуации, Окей. ну, то, что материал теряется.
Материалы. Так, с атрибутами все понятно. Теперь надо разобраться, как эти материалы. Допустим, у нас есть пакет-диски, наверное, покажем. Более Диск, примитивно. да, надо пока. Допустим, мы сохранили нашу геометрию на диск, используем ее как пакет-диск. У нас есть что сохраненный? Ну вот эту свинью можно сохранить. Тогда этот материал надо повесить. У нас есть два варианта. Если у нас шейдер один на всю геометрию, то по сути можно его использовать на пакете, сам шейдер. Если у нас же геометрия внутри пакета сложная, и она состоит из нескольких там шейдеров, то понятно, что нам нужно держать шейдер внутри пакета. Так как если мы накинем его наверх пакета, то тем самым вся геометрия будет зашейдена одним шейдером. Но когда мантра создает AFD-шник, она никогда не будет распаковывать, значит, эту там геометрию. И она никогда не узнает о шейдере. По той причине, что внутри геометрия может быть огромная и потратится... По-моему, немножко наоборот. То есть она будет распаковывать, но поскольку если не продекларировать материал, то в AFD-шник это не запишется, и, соответственно, ничего не найдет. То есть нужно продекларировать, чтобы в AFD попал материал. Сейчас, извините, я просто не так начал этот. В общем, когда мантра собирает, когда AFD-шник пишется, собираются данные о шейдерах. И если шейдер находится внутри пакета, то AFD-шник его, значит, что там пропустит, так как она не будет его распаковывать. А не будет его распаковывать, потому что она не знает, что там, и там может быть огромная геометрия, поэтому пакеты приходят прям не распакованные. Короче, накидываем на свинью какой-нибудь шейдер, самый простой. Диффуз какой-нибудь. У нас будет гламурная розовая свинья. Убедимся, что все работает. Да, убедимся, что все работает. Вот. Самая лучшая свинья. Это у нас сейчас пакет, да? Это сейчас нет, это сейчас получается просто геометрия идет. Вот, теперь мы эту свинью записываем в кеш. Ну, конечно, тут иногда подтупливает. Может, сейчас, конечно, чудо и не случится. Считаем эту свинью как пакет-диск примитив. То есть сейчас у нас в мантре просто ссылка на геометрию. И рендерим ее. Подожди, нет, чуда нет. Чуда нету. Как Вот. видите, О, материал блядь, он нет. не запустил. Убедиться надо еще, что вот, да, чудо есть, получается. А если всасываем как пакет-диск, То есть у нас материал накинут на полигончики. Об этих еще там полигонах сама мантра всё. ничего не знает. Он накинул перед тем, как его там паковал, да, я получается, на назначил. диск он сохранил. Так, а если ты сейчас подцепишь этот материал к пакету, то все заработает опять же. Это только если больше одного материала выходит, он не... Если геометрия сложная и нужно на одной геометрии держать, то есть несколько там шейдеров, то не проканает таким способом, потому что она хранится на полигонах. А во время записи этого AFD-шника он не знает ничего о геометрии внутри пакета, поэтому он не заберет вот эти шейдера. И, короче, выходом из этой ситуации может быть такой тип-н-трик, что нужно создать какой-нибудь... Не, давай все покажем хардкорные, когда в мантре можно указать, чтобы он... Давай просто покажем, как плохо делать. Есть такой прям хардкорный вещь, когда можно сказать мантре, чтобы она забрала все материалы из сцены. Ты помнишь, где это? В рендере. Вот есть такая Save All Materials and Shaders. Жмакай. И нажми кнопку Render, и сейчас у нас будет розовая свинья. Потому что у вас может быть куча шейдеров, которые не нужны, и он все равно это запустит. В этом случае он, получается, да, просто сосет все шейдера, вообще все, что есть в этой сцене. Допустим, у нас все их запоминает. И поэтому, когда, получается, подгружает пакет-диск, получается, уже, есть какая-то база этих шейдеров, которые он собрал, он туда ссылается, путь находит, и, собственно, свинья становится розовая. Но такой вариант не очень хороший, да, потому что, может быть, например, какая-то геометрия, может быть, у тебя спрятана, то есть она, получается, в мантру не идет и не рендерится, и в этой геометрии может быть просто миллиард разных шейдеров, и они все тоже будут подсасываться. Это, получается, лишний расход ресурсов, просто который не нужен. Вот, поэтому куда проще. В общем, любым способом, каким только можно, назначить на что-то этот наша шейдер. Задача указать именно нужные нам шейдера. И поэтому самый простой путь, такой лайфхак. Сниму, да. Так, галку убираем по дефолту. Рендерим, проверяем, что ничего нет. Да.
И теперь создаем просто какой-нибудь еще один гео. Да, вот так хорошо. Вот так и надо. Так, добавляем. Ну, обычно делаем так, что, например, там нужно всосать, там, например, там 7 разных шейдеров, и делаем, соответственно, столько точек, сколько нужно всосать шейдеров. И на каждый шейдер мы назначаем этот материал. Наша задача создать, значит, нам какую-то геометрию, на которую можно накинуть шейдера, которая мантра возьмет эту там геометрию и заберет с нее шейдера. Этим самым мы получим доступ к этим шейдерам. Да, сейчас получается, что, ну, как бы мантра видит, что у нее есть какая-то точка, вот ей приходит, вот, один point, на котором на этой точке висит, ну вот, посмотрите, атрибут, висит атрибут shopMaterialPath, на котором указан путь к этому шейдеру. Соответственно, мантра понимает, что он, так, мне этот шейдер нужно, значит, его тоже всосать и записать в AFD. И когда, получается, свинья рендерится, этот шейдер уже, ну, как бы ссылка на него уже есть. А внутри нашей там свиньи, в этого там пакета, у нас уже есть ссылка на этот шейдер. Если ты покажешь эту свинью, там будет ссылочка на тот же самый шейдер. Но путь должен быть прямым. Прям вот без всяких там двоеточий, прям вот опш и пошло, да. Прям полный путь до шейдера. Потом, когда мантра при там рендере, она возьмет, распакует геометрию, и у нее уже будет сам шейдер загружен в саму мантру, так как мы его там, их там загрузили через точки. Грубо говоря, обманули мантру, получается. Вопрос. Это получается сейчас на каждой точке, на каждом, вернее, примитиве вот такой стринг висит. Да. И то есть сама геометрия, она как-то там группируется или нет? Или столько памяти будет стрингов? Допустим, у меня миллион полигонов. Будет миллион стрингов висеть на этом? Миллион стрингов. Может, тебе на полмиллиона? А если у тебя сложная геометрия, ты ее шейдишь. По группам можно материал по name-группу, чтобы один стринг висел, только не жрало как бы памяти самой геометрии. То есть, если сейчас взять и атрибут перекинуть с примитива, там, допустим, на detail, то сама геометрия это вообще... Detail хоть ничего не надо. Нет, я просто говорю, что если в любом Можно я просто на этот вопрос, Макс, отвечу? На самом деле мы проводили тесты по поводу того, то есть это действительно правильное замечание, что стринговые атрибуты, они дохрена занимают память. Но в Houdini есть какая-то оптимизация, и если стринговый атрибут у большого количества примитивов одинаковое значение принимает, это как-то все компактно очень упаковывается. То есть занимают место только уникальные значения атрибутов. И в этом плане нужно избегать именно ситуации, когда у вас есть стринговый атрибут, и он у каждого элемента принимает какое-то уникальное значение. То есть длинная строка, и, допустим, там у нее какой-нибудь индекс есть, и он везде разный, вот тогда это будет занимать очень много памяти. А если они повторяются, то проблем нет. Да, даже там можно просто если сделать тесты, там сохранить бгешку, например, с одинаковыми атрибутами. Ну, то есть вот эта, например, строка вся одинаковая, все одинаковые будут, и, например, у этой строки заменить, там, не знаю, одну букву какую-нибудь, ну, на какую-нибудь рандомную, и посмотреть, сколько весит, то там, где рандомная, будет больше весить. Ну, там какая-то внутренняя есть оптимизация. Ну, это сами знают только сайды. Нам это не рассказывали. То есть, если Господь Бог. 20 шейдеров, то нужно каждый по отдельности? Ну, в общем, нужно сделать так, ну, как бы любым способом, чтобы Houdini узнала, что эти шейдера существуют. Если мы запишем, мы же не можем написать на один полигон 20 этих там шейдеров. Поэтому нам нужно иметь 20 там точек, чтобы записать на каждую по одному шейдеру. Чтобы матра прочитала каждую точку и загрузила шейдера. Но это можно просто сделать какие-нибудь просто, там, допустим, гео с этими нулами и повесить в материалы, например, ну, уже на этом, ну, на уровне таком. Ну, просто это самый типа вот здесь в рендере повесить, да. Ну, обычно самый простой способ это именно через точки делать, чтобы мантра узнала, что эти шейдера существуют. Чем тогда отличается этот способ? То есть, мне на геометрию, которую я хочу порендерить, нужно будет создать столько точек, и эти материалы улетят. А зачем у меня в сцене хранятся какие-то лишние материалы? Почему я просто галочку All Shops не могу нажать? Ну, для того, чтобы не улетали лишние шейдера, да? Но если тебе не пришло кучу там ассетов, которые сделал каждый артист, и закинул туда свои там шейдера, и тебе... Мне это не надо рендерить, зачем мне это в сцене вообще висит? Нафиг, надо выкинуть нахрен и все. Ну ты не всегда знаешь. Но если ты в этом уверен, ты можешь нажать, да.
тебе, например, там нужно, не знаю, там у тебя сложная сцена, тебе говорят, ой, давайте потрендерим там здесь только какую-нибудь одну маленькую такую фитюлечку. Вот. Ты говоришь, да, хорошо, у тебя эта галка нажата, и у тебя все равно получается, ну, как бы все... Все шейдера сцены загрузились. Да, все шейдера грузятся. Если ты такой прям чистенький, ну прям следишь за своей сценой, и у тебя ни одного лишнего шейдера, то, наверное, можно пользоваться. Ну, короче, наверное. такого прям запрета, такого нет. Да, ты можешь Ни в коем пользоваться. случае не используй или током ударит. Там, насколько я помню, обязательно эта штука должна быть renderable. То есть, если выключить сейчас, то ни хера не назначит. Ну да. Ну, точку эту, то есть он не декларирует ни хера. Не, он же должен, он же просто не знает об этой точке. Он же должен... Нет, по-моему, он тоже всосет. По-моему, всосет. Сосет, думаешь? Мне Да, кажется, мне да. даже интересно. Ну. Я думаю, так выключить. Нет, точку. выключенный не сосет, геометрия бренда в него входит, и, соответственно, Он же должен забрать шейдера, Так. а заберет он только пройдясь по геометрии. Сейчас, давай посмотрим. Я Если делаю, вот так я вот- делаю... Не-не-не, ты просто оставь вот как было, только убери синий фон. Понял. Сейчас. Так, здесь мы убираем. Не, он имеет в виду флаг снять. Какой? Вот этот? Да. А, нет, так, конечно, нет. Нет, это так-то он А рендер он не visibility, всосет. конечно, сосет. Visibility Заберет, всосет, да. Она как бы есть в сцене, просто она скрытая. По материалам, По-моему, по сути, наверное, все. да. Еще у нас тема про запекание текстур. Там она такая, конечно, обширная. Я, наверное, так поверхностно ее немножко затрону. Там про особенно и аспекты. Создадим новую Супер Гудини. А кто ответит, пожалуйста, как, например, вот нам можно... Короче, у нас есть, например, какой-нибудь объект, и нам нужно запечь у этого объекта текстуры. И, предположим, у нас нету такой магической ноды, как Bake Textures, но нам нужно запечь. Как это можно сделать другим способом? Надо разложить UI-шное пространство в P-пространство. Таким образом мы получим как бы лоскуты вот этой геометрии, на которой можно смотреть из ортогональной камеры. Мы как бы будем видеть материалы в текстурном UI-пространстве. И это уже можно сохранять как файл, вот эти рендера из этой камеры, можно сохранить как файл текстур. Грубо говоря, нам нужно подать UV в P. А как само запекание делать? Обычная мантра-нода, она сохранит изображение камеры в файл. Из любой камеры? Нет, камера должна быть ортогональной, она должна находиться в правильном месте. Это важно. Я просто покажу. У нас вот получается есть свинья, наша любимая, есть какие-то UV, и мы просто можем сделать, подать point врунгель, собака P равно собака UV. Наверное, так. Так, надо только их промоутить. Делаем промоут вертексов на поинты. Так как по умолчанию UV хранятся на вертекс. И правильно. Да, и лучше всегда их хранить Хранить на на вертексах, вертексах. да, не на поинтах. Надо обязательно проверять. Ну, это другая история. Так, делаем промотим. Так, vertex point. И вот у нас случилась магия. Наша P получается... Ну, сейчас немножко косячит, просто надо это сделать так, чтобы у нас каждый полигон был уникальный. А это можно сделать unique points, по-моему. Вот. Получается, сейчас у нас каждый полигон, как бы он... Короче, он не связан коннектом с другими полигонами. Теперь, когда мы, собственно, получается, запромоутили UV и разложили, вот, у нас, собственно, такие баги исчезли, потому что у нас нету коннекта между полигонами, как здесь было. Вот. И по сути, режим запекания, он в принципе, примерно так и работает, схожим образом. Там, на самом деле, если прям уж точно вдаваться в подробности, там запекание работает через ленс шейдера, там напротив каждого пикселя, грубо говоря, ставится камера и печется значение CD у этого пикселя. Там, точнее, у сэмпла, а потом уже интерполируется в пиксель. Про сам принцип запекания рассказать или это все, в принципе, очевидно? Ну, в смысле, то, что там нужно выводить атрибуты, как его всасывать, это понятно всем или показать? Давайте лучше тогда я расскажу на более сложном примере. На кубике. Нет, чекерборде. Короче, есть такая одна особенность в Гудине, ну, именно в реализации этой запекалки мантровской, то если нужно запечь текстуру большого разрешения, там, например, больше, чем 2 или 4К, то там включается фильтрация, и текстура печется немножко блюренная. Сейчас покажу. Так, у нас есть, получается, грид. На гриде у нас назначена текстура. Короче, эта текстура у нас примерно 8К. Ну, изначально была векторная. Сейчас мы посмотрим, попробуем ее запечь. Воспользуемся нашей нодой Bake Texture. Так, поставим разрешение побольше. 8192, 8192. Назначим
получаем здесь объект, который печем, grid, и выводим, что мы хотим, да, именно пас, который называется баке в нашем случае. И нажимаем, собственно, печь. Смотрим, что там у нас печется в баке. В принципе, будет понятно. Вот. И, ну, в принципе, даже здесь видно уже, вот. Мы видим, что у нас при запекании, в общем, возникают какие-то странные артефакты. То есть мы вроде бы все одинаково печем, но у нас, получается, все немножко блюрится, и какие-то странные артефакты возникают. Ну, цвет это ладно, сейчас уже не буду в это вникать. Это просто отображение еще, возможно, разное. Цвет должен быть такой же. Короче, это можно полечить следующими способами. Мы можем перейти... Это происходит из-за фильтрации текстуры. То есть, если мы, например, будем печь какие-то процедурные вещи, типа найзов, то таких эффектов не будет. Перлин найзов, например. Да, типа перлин найзов. Вот, когда мы печем какие-то растровые изображения, вот, то по дефолту у нас в шейдере происходит именно в ноде текстуры, у нас по умолчанию стоит фильтрация. Вот. Стоит она 1. Если мы поставим, например, фильтрацию на 0 и отрендерим это еще раз, сейчас можно будет сравнить. Вот, картинка у нас, получается, пропадает эта вся замыленность, вот, текстура становится более резкая, шелковистая и приятная. Из блюриной она превращается в неблюренную. Вот. Но когда, например, в сцене там просто миллиард там разных текстур, то, конечно, бегать по всем, прощелкивать, ставить фильтр на 0 не очень удобно. Вот. И можно использовать такой тип-н-трик. Сейчас мы вернем назад текстуру, текстурный фильтр вернем в единичку, поставим по дефолту. Уже в ноде Back Texture надо добавить так. Это называется у нас такая специальная рулька, которая отвечает у нас за производные при процессе запекания. Дефолт у нас она стоит 1. Вот. Можно ее выставить какое-нибудь неистовое значение и попробовать еще раз это все отрендерить. И результат сейчас должен быть такой же, что и фильтр 0. Ну вот мы видим, что отличия нет. Вот наш первый вариант и вариант с установлением значений в этих производных и при возвращенном фильтр 1. Этим можно пользоваться, когда текстуры нужно печь там 8К и нужно, чтобы качество не потерялось при этом. Например, всякие там надписи, если вот на самолет. Да, но это, да, это именно касается растровых изображений, потому что все, что приходит процедурным путем, там нету никакого сглаживания, ничего. Ну, то есть, короче, это только растры. Остальное все будет нормально печься, не будет никаких проблем. Делаю нашу любимую свинью. Test Geometry Peak Head. Делаем у нее все уникальные примитивы делаем. Разбиваем не уникальные, короче, чтобы у них не было отдельные полигончики. все уникальные точки, да, у каждого полигона, чтобы у них не было связи между собой. Так, unique point. Теперь делаем опять на врунгеле. Переводим P в пространство UV. UV. Да, надо промоут сделать. Промотим. UV переводим с вертексов на поинты. Вот, делаем эту магию. Так, ну теперь для удобства можно сделать трансформ. Можно положить это на плоскость по оси Х. Вот. И мы получили практически то же самое, что мы видим и в UV. То есть у нас получается UV, это у нас раскладка от 0 до 1 идет и так далее. Сейчас мы видим уже в пространстве именно P, мы видим практически то же самое. Это такая же раскладка от 0 до 1. Вот теперь, чтобы это запечь, нужно сделать камеру, поставить ее. Потому что обычная у нас камера это перспективная, она, соответственно, имеет искажение. Вот. Нам в этом случае искажения никакие не нужны, поэтому нам нужно поставить камеру ортографическую. Так, трансформы все пока уберем. Так. А в ортографической камере нам, по сути, практически не важно, где находится ее позиция по Y, потому что... Но она все равно клампит. Если... Ну, ты просто все спалил только что. Так, минус 90, 0, 0, 0. Ничего нет. Ничего нет. Там может какой-нибудь
камера... Она в минус просто. Так. 5.0. Пока это обычная камера. Вот, все. Так, мы ставим, что у нас камера... нет, это уже получается ортографическая. Так. Трансформы в нуле, повороты 0. Вот. Теперь у нас получается стоит ортографическая камера, которая в нуле. Но нам, получается, 0 не нужен, нам нужно поставить ее в центр данного UDIM. Это у нас будет 0,5 по X, 0,5 по Z. И ставим разрешение, ну, получается, квадратное какое-нибудь, любое квадратное разрешение, которое нам... Сколько К нужен UDIM? И, собственно, магия, это вот ortho-width, в нашем случае единичка. И тоже важный параметр, то есть, сказал бы, значения не имеет, это позиция по Y, вот. Но она просто влияет на clipping plane, поэтому можно просто какое-нибудь любое, какое-нибудь большое число поставить, просто чтобы нормально clipping plane отрабатывали. Сейчас они уже вылетели за пределы. Вот. И теперь, если мы это все отрендерим, то наш рендер не будет отличаться от ноды Bake-Texture. Единственное, по-моему, там отличие, там уже прописано в алгоритме, там идет обработка контуров, то есть там есть, ставятся роды такие небольшие, то есть у нас получается есть переход, как бы здесь какой-то пиксель, какой-то информации мы получили, и здесь уже 0, вот. И иногда может привести к каким-то багам, вот. Поэтому там делается небольшой род, вот. То есть получается крайние пиксели, они как бы продолжаются там на какое-то определенное значение. Разблюривается, грубо говоря, картинка, чтобы... Но она даже не разблюривается, она просто, именно обычный род, да, происходит. Таким способом, тут нужно писать только, получается, контроль над UDIM-ами, он будет происходить через управление Смещение просто. Да, Т-камеры. То есть, соответственно, нужно писать какой-то алгоритм, который будет, получается, при каждом... это, например, можно сделать запекание по фреймам, можно сделать. То есть, например, если обычным способом сайдовским мы просто указываем, или, по-моему, даже не указываем, он сам считывает, сколько UDIM-ов сам есть. Считает, да, UDIM-ов, сам считывает количество UDIM-ов и, получается, печет столько. То, если, например, делать это все вручную, то нужно, получается, посчитать, сколько есть UDIM-ов, то есть, получается, найти крайнее положение какой-нибудь точки, где она находится, то есть какой-то последний UDIM вычислить. И дальше, например, этот UDIM, например, то есть если мы нашли, что у нас точка лежит в каком-то 15-м UDIM, например, то это можно, допустим, перенести на фреймы, что мы будем печь 15 фреймов, предположим, но в каждом фрейме у нас координаты камеры будут немного сдвигаться, то есть, соответственно, что если мы, например, будем второй UDIM печь, то у нас камера должна принимать положение 1,5 по X и 0,5 по Z. Если, например, уже фрейм у нас будет 11, тогда у нас опять-таки остается 0,5 по X, но Z уже сдвигается вверх или вниз. Вот. Таким образом можно сделать такое свое запекание. Но можно это ничего не делать, потому что уже есть готовое. У меня вопрос такой, немножко нестандартный. А можно ли таким способом сохранить текстуру в сцене? Не спрашивайте, зачем, но допустим, сейчас же текстура это с файла с какого-то хранится. А что нужно будет сделать? Нужно будет создать грид и перенести на него CD. Грид должен быть с таким же разрешением, как и текстура. Понял. То есть у тебя должен быть грид 1024 на 1024. Да, 1024. Допустим, я хочу сохранить вот этот колор в сцене, и чтобы у меня в хип-файле, я открываю хип-файл, и у меня уже там была текстура. Текстуру сохранить? Да, текстуру, чтобы не загружать с диска, она уже в хип-файле была. Допустим, вот так, внутри уже хипа. Окей, сейчас вы свинку берете и геометрию с диска, получается, и текстуру тоже с диска. Хип-файл у вас весит 1 килобайт. Да. Я хочу, чтобы про геометрию бог с ней, текстура была уже в самом хип-файле. На гриде? Да пофигу где, допустим, просто текстуру сохранить. Да, уж внутри хипа, какой можно на трип? Он просто хочет сохранить, как залочить. Мы можем комп контекст загрузить и залочить ноду. И туда она уже сохранится на ноду, да? Залоченные все ноды. Окей. А что делать, если генерация в шейдере? То есть и там, допустим, несколько разных. Шейдера, генерация в шейдере. Делаю, допустим, вид этот репланара в шейдере. И, допустим, еще несколько ресетов дополнительно используется по
каким дверям он будет вот это вот вкладывать и как с этим работать? Ну, для этих целей уже, получается, не нужно печь тогда ничего. Нет, Текстуры. почему? Ты получается... Я хочу, чтобы он рендерился так быстро, что... Ну, ты просто, получается, Я хочу в конце просто печешь так же обычно. Ты выводишь какой-нибудь байнд, там, ну, этот, и так же печешь, как обычно, и все. А что он там все вот автоматически? Он тебе, да, все, что есть, получается, он тебе, получается, все свернет в одно, да, и все.